Уже больше часа в глубинах океана скользил батискаф Эмбернейл, спускаясь все ниже к морскому дну. Время, вязкое и тягучее, заполнило пространство, смешиваясь с запахом металла и сырости. Лишь тихое пиканье приборов в кабине нарушало тишину. Команда из 4 человек, возглавляемых профессором Стивенсом, пристально вглядывалась в иллюминатор, расположенный в носовой части корабля. Насупившись и скрестив руки на груди, капитан батискафа Кай Уки откинулся в кресле, украдкой поглядывая в отражение выпуклого стекла на лица у себя за спиной. Ничего они там не найдут. Кай всю свою жизнь провел в этих водах. Ехидно ухмыльнулся он. Аспиранты археологического университета Стокленда, Люк и Лемон, любезно приглашенные известным ученым, как он выразился, приключения всей их жизни, были польщены. За более чем продолжительную карьеру Стивенс стал звездой мирового масштаба, осуществив бесчисленное множество погружений в морские пучины, каждый раз возвращаясь с уникальными трофеями. В какой-то момент артефактов великой древности в университете стало так много, что для их хранения было возведено отдельное здание музея кубической формы по проекту хорошего друга Стивенса. С каждым годом выставка привлекала все больше посетителей со всего света. У этого были причины. Величественные статуи человекообразных существ, обломки сферической посуды, части остовов кораблей причудливой и невиданной до этого формы, непропорционально огромные ювелирные украшения, распространявшие совершенно внеземной, пульсирующий голубоватый свет. Никто не оставался прежним после посещения этого места. Жизнь делилась на «до» и «после». Сам профессор на пресс-конференции анонсировал спуск к затонувшему великому городу прошлого как грандиозное и последнее погружение в своей карьере. Для молодых ученых, находившихся сейчас в батискафе, быть частью этого действа – большая удача, которая гарантировала старт головокружительной карьеры. Люк и Лемон переглянулись, одновременно улыбнувшись. Казалось, что они считали мысли друг друга. Внезапно звук тяжелого удара заставил мужчин схватиться за кресло. Судно пронзила вибрация, словно батискаф прошел через какую-то невидимую преграду. «Все нормально, прошли купол, невозмутимо, не отрывая взгляда от иллюминатора», — сказал Стивенс и похлопал по плечу капитана. Тот нервно обернулся на профессора. Аспиранты, недоумевая, переводили взгляды с одного мужчины на другого. «Послушайте, Стивенс, я не буду рисковать своей». Начал было человек за приборной панелью. «Мы продолжаем, Кай. Не останавливаем погружение. Мой университет платит тебе хорошие деньги, и руководство сильно расстроится, если мы вернемся ни с чем», — прервал его ученый, сильно сжав его плечо. Опустив железный и непроницаемый взгляд на Кая Уки, Стивенс дал понять, что решение здесь и сейчас принимает только он. В кабине вновь воцарилась тяжелая тишина, казавшаяся вечностью. «Вот она, смотрите!» — воскликнул вскочивший Лемон, указывая на гигантскую арку, возникшую перед ними. Выполненная из тяжелого камня, она возвышалась в мрачной пустоте. «Приготовились. Надеть скафандры», — скомандовал Стивенс. Не слыша его и открыв рты от удивления, остальные смотрели на чудовищного размера объекты, вырисовывавшиеся в стекле иллюминатора. Массивные полупрозрачные здания кубической формы, полностью покрытые узорами. Словно левитирующие в толще воды изваяния жутких существ, выполненных из того же неизвестного, почти невидимого материала. «Люк, Лемон, быстро надеть экипировку», — приказал профессор, сверля взглядом опешивших аспирантов. Отряхнувшись от ужаса, они поспешили надеть специальные глубоководные скафандры. «Кай, глуши моторы, скоро будем на месте. И будь на связи, у нас всего 30 минут», — бросил Стивенс, надевая шлем и кивая на открывшуюся взору большую площадь затонувшего города. Батискаф остановился. Стивенс, Люк и Лемон зашли в открытый шлюз. Герметичная дверь за ними закрылась. Через минуту капитан судна увидел в иллюминаторе фигуры мужчин. «Кай, как нас слышно? Прием!» — сказал Стивенс. «Отлично слышу вас. Прием!» — отозвался голос из батискафа. «Уки, я засекаю время. Не уплывай без нас», — сказал профессор, показывая на поднятое запястье левой руки.
Да уж, пожалуйста, будь добр, подумал Лемон. Кай и Стивенс кивнули друг другу, и фигуры в скафандрах стали отдаляться, освещая путь фонарями. Постепенно они скрылись из поля зрения. «Чушь какая-то, чертовщина», — пробормотал себе под нос капитан. «Я опускался сюда несколько раз, но ни разу не видел тут ничего. Пусто. Как-то темнит этот Стивенс. Не нравится он мне». Сердито покачав головой, Кай стал заполнять бортовой журнал. Вдруг, краем глаза, он заметил тень, проплывшую мимо иллюминатора. «Спруты», промелькнуло в голове Кая. Не обращая внимания на пространство за стеклом, он продолжил делать заметки. Голос Стивенса тихо жужжал из рации, отражаясь от внутренней обшивки батискафа. 6 минут с момента выхода прошли через ворота бывшего центрального сада Чья. Входим в главное святилище. Это восхитительно. Воскликнул Люк. Производим обследование помещения. Обстановка не подверглась разрушению, как и ожидалось. 20 минут до возвращения на судно. Внезапно из рации раздался крик. «Профессор, что это? Они движутся прямо на нас». Кай отбросил журнал и с ужасом посмотрел на источник звука. «То, ради чего мы пришли сюда, Люк. Будь любезен, не делай глупостей. Нам нужно быть благоразумными и...» Трансляция оборвалась. Кай вскочил из кресла и схватил рацию. «Прием, как слышите меня? Стивенс? Люк? Как тебя? Лемон? Ответьте». Ответа не последовало. Кай стал нервно ходить по каюте, поглядывая на часы. Оставалось 12 минут до возвращения на борт. «Я не могу оставить их. Я должен ждать. Что там происходит? Так и знал, что не надо было соглашаться на эту авантюру. Это не стоит никаких денег». Вдруг к шипению из рации подмешался звук, похожий на тихое женское пение. Оно окутало батискаф. На фоне были слышны неразборчивые фразы мужчин. Капитан в ужасе опустился в кресло. «Я не выдержу этого. Если через 5 минут они не объявятся, я уплываю». Закрыв руками уши, он стал молча смотреть на цифровой дисплей с обратным отсчетом. Пение все нарастало, спрятаться от него не было никакой возможности. Не в силах больше терпеть, Кай, вытирая холодный пот со лба, подбежал к приборной панели, чтобы завести двигатели. Звук пения резко оборвался. «Как слышно меня? Прием!» Раздался голос Стивенса. «Профессор, что за кошмар у вас там творится? Где вы?» Проорал Уки в рацию. «Вот они мы, смотри. Все в порядке». Капитан поднял глаза на иллюминатор. 3 фигуры в скафандрах двигались в его сторону. Одна из них несла в руках что-то, пульсирующее голубым светом. Капитан открыл наружные двери шлюза. Звонок системы герметизации. 3 мужчин вошли в каюту. «Как же здорово», — сказал Стивенс, снимая скафандр. Да, профессор, это потрясающе. «Да что у вас там произошло, черт возьми?» — выпалил Кай, гневно осматривая их. «Ничего, капитан. Ничего, о чем стоило бы беспокоиться», — улыбнувшись, бросил Стивенс. «Вы что, издеваетесь? Я все слышал, там было пение». «Послушай меня», — гневно зарычал Стивенс, схватив капитана за куртку. Глаза профессора как будто засветились. Голос Стивенса исказился. «Ты спокойно садишься на свое место и делаешь свое дело. Нам необходимо доставить ценнейший артефакт, чтобы люди могли воочию лицезреть его. И у меня нет ни малейшего желания объяснять какому-то идиоту вещи, которые он не способен понять». Кай потерял волю к сопротивлению. Он, словно зачарованный, внимал профессору. Не было воли другой, кроме воли Стивенса. Капитан верил ему. Кай одухотворенно кивнул, словно найдя откровение. «Чудно!» — победоносно воскликнул Стивенс, отпуская капитана. Люк, Лемон и Кай заняли свои места, с улыбкой глядя в иллюминатор. На поверхности команду ждали сотни телекамер, направленных на водную гладь. Миллионы людей в прямом эфире ждали этого грандиозного момента. Показавшийся из воды батискаф, толпа людей встретила радостными криками и овацией. Сошедший на причал, Стивенс был засыпан вопросами. «Да, нашли. Да, можем показать, только дайте пройти». Прорвавшись через плотное кольцо людей,
4 мужчин заняли место на высокой трибуне. Вы ждали этого слишком долго. Но больше не нужно искать. Все ответы здесь. Узрите, закричал профессор, доставая что-то из внутреннего кармана. Стивенс поднял руку над головой. Толпа умолкла. Все как один не могли оторвать взгляда от этого прекрасного голубого свечения, заставлявшего их дрожать, затаив дыхание. Люди стали падать на колени перед трибуной, не в силах сдержать слез радости. Стивенс молча обвел взглядом толпу. Воды вокруг начали пениться и пульсировать в такт со светом в руках профессора. Как будто что-то начало подниматься из глубин.